Всем привет, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня мы погадаем с вами на судьбу и ближайшее будущее. Рассмотрим знаки судьбы, о чем вам важно знать прямо сейчас. Настраивайтесь на себя, на свои потоки, на свою энергию, на свою ситуацию в личной жизни, в работе, в бизнесе, в отношениях, в любой сфере жизни. И давайте посмотрим, как видят карты вашу ситуацию, как они видят вообще вас в этой ситуации. Ну, кто вы, кто пришел на расклад. Вот так давайте зайдем с этой точки зрения. И посмотрим, что говорят о вас карты сейчас. Ну, вы человек либо абсолютно здоровый, но ведь нету абсолютно здоровых людей, есть недообследованные, да. Либо вас беспокоит что-то, ну, вопрос здоровья, да. Может быть, в вашей ситуации сейчас актуальны вопросы о родственниках и о здоровье, да, вот так. Дальше. Да, вас также могут интересовать отношения. Возможно, вы ищете пути налаживания отношений. Может быть, ищете пути и способы коммуникации с женщиной, с мужчиной. Да? Ну, я бы сказал, что вы, скорее всего, ищете отношения или ищете способы укрепления отношений или решения какого-то вопроса, который для вас, был бы важен. Да? То есть решить этот вопрос вам актуально. Окей. Да, и здесь больше про все-таки какую-то документацию, какую-то переписку, отношения, да, женщина, мужчина. Возможно, у женщины, может быть, на работе какие-то есть нюансы, но больше здесь про налаживание связей каких-то. Как на работе, так и больше между людьми, да, вот именно между родственниками или близким человеком. То есть вы тот человек, которому актуально наладить связь и получить необходимые документы, разрешительные документы, может быть, сдать какие-то отчеты, может быть, сдать какие-то экзамены, да, испытания какие-то могут быть, но больше все-таки наладить какую-то связь. Так, также либо вы не располагаете какой-то информацией, да, рядом крысы, потеря информации, вы чего-то не знаете, но, может быть, вы потеряли связь, потеряли отношения или поссорились с кем-то, да, или у вас отношения были стабильные, как, например, у стабильных партнеров, у мужа и жены, да, например, или как у хороших любовников, да, а тут вот у вас какие-то начались неприятности, ну или они как бы сейчас влияют на вашу ситуацию, эти неприятности, нехорошие люди, потери какие-то идут, либо просто вы на пороге каких-то неприятностей, да, и как будто бы у вас есть предчувствие, да. Ну и здесь вот, смотрите, выпадает мужчина. Расклад актуален как для мужчины, так и для женщины. И больше всего здесь будет резонировать информация, отношения, общение и отношения между мужчиной и женщиной, особенно если они изначально были хорошими, а потом резко пошли по какому-то сценарию, где, например, мужчина был адекватный, стал неадекватный. Женщина была адекватная, стала неадекватной. Есть крысы, то есть есть или потеря связи, или потеря отношений, или угроза потери связи и потери отношений. Ну, может ли быть такое, что кто-то вас, рассорил, или увел мужчину, да, вот такое, или увел женщину, вот в таком стиле. То есть есть конфликт в отношениях.
Также расклад актуален как для мужчин, так и для женщин, которым важно получить какую-то верную информацию, нужную информацию, правильную информацию, но рядом, знаете, как или недоверие, или эта информация не сильно честная, искренняя, да, то есть может быть на раскладе мужчина и женщина, который доверяет или не доверяет своему партнеру. Такое тоже здесь может быть. Давайте посмотрим первое, что я хотел бы спросить и получить знак о этом дереве. Насколько крепки ваши отношения? Насколько крепки ваши отношения? Ну, вообще карта о здоровье, да, давайте спросим здоровье ваших отношений. Ну, а кто-то может посмотреть просто свое здоровье, если вас отношения не интересуют. Так, ну, здесь бабочка и здесь императрица. Ваши отношения изначально как минимум крепки. Очень хорошая карта. И без разницы, с какой позиции вы смотрите, мужчина или женщина, ваши отношения крепкие. А здоровье тоже достаточно крепкое, сильное и большой потенциал. Окей, хорошо. Вот эта женщина, особенно если это вы, да, дама пиковая, особенно если она одинока, и особенно если она ищет отношения с мужчиной. Каковы ее шансы найти себе подходящего партнера? Это больше для женщины месседж. 50/50. Здесь выпадает пятерка жезлов или пятерка огня, да, здесь какой-то конфликт. Если вас не рассорили или не рассаривают, да, не рассырают, как говорится, да, и если у вас нету внутреннего конфликта внутри вас, тогда эти шансы возрастают. Но если вас кто-то ссорит и внутри вас есть внутренний конфликт, то эти шансы меньше 50%. Да, вот наоборот бывает. Поэтому я так скажу, у вас есть шанс, если вы отрегулируете внутри себя конфликт и конфликт с тем человеком, который с вами, или с его окружением. Особенно если это родственники. Услышали? Особенно если это мама или сестра. Ну или бывшая жена, да. Такое тоже бывает. Хорошо. Вот это вот связь. Или эта информация. Он выйдет на связь, этот человек, да, мужчина или женщина, или вы получите ту информацию, которая вам нужна. Тут уже смотрите, кто гадает на отношения, выйдет ли он на связь, а кто гадает на документы, да, смотрите по своей ситуации. Ответ да, позитивный. Здесь девятка жезлов, и если вы будете преследовать свою цель, да, то она будет достижима. Особенно касается и документов, и общения. Тут Меркурий, и в принципе, давайте так скажу. Если ваша задача стоит наладить связь и получить необходимую информацию, вы ее добьетесь и вы ее получите. Кто и что является вот этими крысами в вашей ситуации? Кто и что? Тройка кубков. Кто-то из 3 человек. Скорее всего, это женщина, но если вы знаете, что у вас сугубо мужской коллектив, то может быть это и мужчина. Тем не менее, это тот, кто общается, кто коммуницирует. Еще один Меркурий у нас. И тот, кто в треугольнике.
тот, кто располагает информацией, и тот, кто, возможно, ведет какие-то тайные переговоры. Здесь еще все-таки есть рак, а рак — это скрытость какая-то или закрытость. Да? Тот, кто в закрытом коллективе, тот, кто в закрытом треугольнике, и, скорее всего, женщина. Больше женщина. Ну, тут знаки зодиака, смотрите, какие. Здесь знаки зодиака: лев, стрелец и рак. Поэтому ориентируйтесь. Давайте посмотрим. Вот этот мужчина. Какая карта на него ложится вообще? То есть женщины могут посмотреть свой вопрос, а мужчины свой вопрос о себе. Да? Мужчины смотрят о себе, а женщины смотрят как бы на мужчину. На этого мужчину выпадает карта дьявол. Поэтому это непростой мужчина. Это мужчина, от которого женщины могут быть зависимы. Ну а для мужчины здесь такой комплимент даже выпадает карта, что если у вас отбоя нет от женщин, то это, с одной стороны, и хорошо, но если вам это мешает, то для вас это может быть аспектом темной силы, который вам идет, может быть, от материнской линии, и для вас он конфликтный, и, по сути, цель нормальных, здоровых отношений у вас, как у мужчины, превращается в какой-то круг ада, да, то есть он у вас нездоровый. Но если вам это не мешает, тогда это вам идет как в бонус или вам, ну, плюс в карму, но это у вас теневой ресурс получается. Окей, давайте теперь посмотрим, какое влияние на ваши отношения оказывает женщина, особенно если она имеет отношение к семье. Например, мама, сестра и так далее. Да? Карта неплохая. Я бы сказал, что эта женщина оказывает неплохое влияние. Или не самое плохое. Особенно если мужчина рак, скорпион и рыба. Особенно. Но карта хорошая, поэтому, ну, я бы сказал так, что эта родственница, она оказывает на ваши отношения не самое плохое влияние, да, дом. Ну, тут уже смотрите, как минимум она оказывает влияние на мужчину и на семью. А вот какое вы видите сами воочию, она оказывает влияние именно на мужчину. Поэтому у мужчины может быть родовая программа матери, и не самая лучшая. Влияние матери может быть и по дьяволу, вы смотрите по своей ситуации. Но карта неплохая. Почему она неплохая? Ну, скорее всего, это объяснимо тем, что эта женщина действует в интересах мужчины и в интересах семьи. Ну, соответственно, действует, скорее всего, в своих интересах. В чем суть или в чем яблоко раздора, особенно у женщины дамы пик в отношениях? Выпадает ключ в сути. Суть в смысле и суть в способе. Это инструмент, способ, да, или решающий какой-то момент. Это дело принципа. Это дело принципа. То есть суть конфликта – дело принципа. Слышите? То есть кто-то идет на принцип. И для вас эти отношения, как для женщины, дамы пик, принципиальные. И для тех, кто, возможно, оказывает какое-то внешнее влияние, эти отношения также принципиальны. Чего вы можете добиться в этих отношениях, в этой переписке или с этими документами? Какого результата? Результат может быть хороший. Вы можете объединиться в пару,
на официальном уровне в том числе, то есть это может быть и бракосочетание в принципе. Ну а для тех, кто хочет документы, ну это даст возможность обладать какой-то властью, даст возможность каких-то приоритетов и будет ценным подарком для вас, да, то есть, ну, оно несет вам успех, да, может быть повышение статуса, может быть вы получите драгоценную возможность, а может быть у вас просто закончится какой-то период и вы перейдете на более мощный новый уровень. Карта рядом хорошая, поэтому, скорее всего, у вас получится как минимум восстановить, укрепить отношения и получить ту информацию, которую вам нужна. Давайте посмотрим в треугольнике у вас крысы. Что скажут карты о крысах в этом треугольнике? Да, более подробно раскроем эту тройку кубков. Ну, смотрите, птицы. Значит, крысами может быть, или крысой может быть не один человек. То есть, как минимум, против вас, ну, парочка людей, да, целая группа лиц. Поэтому в этом треугольнике крысит не один человек. И мало того, что они крысят, они еще мешают вам спать, то есть вы можете терять сон. Это вас будет беспокоить, и ну, эти люди, знаете, как они и видят, и слышат, да, то есть они и подслушивают, и подглядывают. Ну и подглядывают еще, возможно, и ночью, да, как вот такая карта идет. Хорошо, давайте посмотрим. Дьявол на этом мужчине. Это больше о чем, да, посмотрим этого дьявола. Дьявол на этом мужчине – это интересы женщины могут быть, то есть это может быть женские чары. Ну и опять возвращаемся к маме и к бывшей жене. Но также дьяволом на этой мужчине может быть лиса, а лиса – это его интересы, его характер и его ум. Да, то есть он благодаря своему уму может быть преследовать свои цели и расставлять такие какие-то ловушки, капканы, да, и извлекать выгоду там, где, обычный человек, может быть, и ее и не найдет, да, вот так. Хорошо. Настройтесь на мужчину, особенно если вы женщина, и мы спросим, по судьбе ли вам загаданный мужчина? Проверим. Смотрите, почему, откуда идет этот вопрос. Да? Все же с потока карты так выпадают, пасьянсы. Дерево, императрица и дом, или король червовый. Да? По сути, это гадание на червового короля. По судьбе ли вам загаданный мужчина? Иерофант выпадает. Я бы сказал, что да, это духовный союз и, может быть, где-то духовная связь, духовная информация, да, духовная связь, информация, духовный лексикон, духовная речь. Это руна Ос, да, или Ансус. Да, по судьбе. Хорошо. Ключик к тому, чтобы он и она, если, может быть, кто-то смотрит на женщину, стали или стал по судьбе. Ключик. Давайте смотреть. Ключик к мужчине или к женщине по судьбе. Ой, здесь девятка мечей. Как минимум, вам нужно преодолеть свои страхи. Однозначно. Здесь получается как бы Марс в близнецах, то есть, по сути, раздвоение идет, да. Ключик к мужчине и к женщине по судьбе — преодолеть страхи, которые вас преследуют и разделяют вас пополам. То есть преодолеть страх и обрести целостность. Услышали, да? Хорошо. Давайте посмотрим, будете ли вы вместе. Кольцо, письмо и результат. Будете ли вы вместе?
Ответ нет. Десятка мечей. Давайте спросим, что может вас разъединить? Неужели вы не преодолеете свой страх? И опять смотрите, здесь Марс в Близнецах, здесь Солнце в Близнецах. Ну, знаете, как нет-то нет, но там, где есть нет, там есть и Близнец, вторая сторона, это да. Давайте спросим, причина, почему вы не можете быть вместе? Почему вы не можете быть вместе? Потому что по судьбе, да? Ведь да, страх, тупик и десятка мечей. Почему вы не можете быть вместе? Ну, смотрите, здесь паж кубков. Паж кубков – это, по сути, эфир воды. Что-то с чувствами – это раз. С чувствами, с ощущениями. Или все-таки с чарами. Чары, да, это часто чары. Чарами того человека или той женщины, или тех женщин, которые в треугольнике. Причина является паж. В паже мы имеем, в паже чаш мы имеем и магию, и чувства. Соответственно, сам паж не является чем-то существенным. Поэтому, возможно, тут в этом паже есть часть страхов, которые можно преодолеть. Ну а вот эта десятка мечей, которая символизирует такую образную смерть, да, или образное прекращение, да, этих отношений, оно может быть и преодолено, если вы не будете серьезно относиться к этому пажу. Услышали, да? И поверите в то, что вы сильнее, чем паж, и сильнее, чем есть абстрактная часть этой силы. Вот пока так. Но, тем не менее, карты пока не радуют нас в сегодняшнем раскладе на перспективу. Хотя предыдущие карты очень хорошие. Хорошо, давайте посмотрим. Мешает ли сам мужчина этим отношениям, да? А не получается ли так, что помимо третьих лиц сам мужчина против этих отношений? Ну, смотрите, и да, и нет одновременно. Карта вообще говорит нет. То есть мужчина не мешает. Но с другой стороны, карта закрывает нам знания. Да? То есть, по сути, мешает ли мужчина? Нет. А кто тогда мешает? Жрица, женщина. И с другой стороны, мы не можем знать. Поэтому, возможно, мы задаем вопрос неправильно, да? С одной стороны. С другой стороны, может быть, мужчина под магией. Да, соответственно, он может сам себе мешать. Нужно ли нам знать ответ на этот вопрос? Возможно, и нужно, чтобы преодолеть эти карты, да? Выйти к Солнцу 19 или выйти к Иерофанту. Но вот на пути этих отношений есть хорошая карта и есть темная карта, не самая лучшая карта. Есть какой-то секрет, есть, может быть, это магия, а может быть, это просто родовая программа, да, мы не знаем точно. Мы же не делаем сейчас диагностику, да, а смотрим ситуацию из потока. Поэтому я скажу так. Сам мужчина, скорее всего, и не виноват. Но многого мы не знаем, и когда мы этого узнаем, да, то можно будет отталкиваться уже от тех знаний и просматривать вот эту девятку и десятку мечей, особенно у кого вот такая реальная ситуация, либо на индивидуальном раскладе, либо на каком-то другом, да, общем. Ну, лучше, конечно, смотреть на своем раскладе. Хорошо, давайте посмотрим. Первое. Совет, подсказка от высших сил. Иерофант, проверим. Но смотрите, здесь крест. Здесь либо нужно полностью отказываться от этих отношений, да, либо принять ситуацию как испытание, которую ты вынужден пройти.
Ну, я бы больше сказал так. Прими эти трудности или этот расклад как часть информации, которую ты должен прожить, пережить или преодолеть. Хорошо. Вот эта карта сильной болезни, да? А здесь рядом исцеление. Что может или кто может, или какие обстоятельства могут повлиять на исцеление этой ситуации? Есть ли волшебная таблетка или эликсир, да, какой-то? Может повлиять на это всадник, поездка, переезд, путешествие, поездка в гости, общение, налаживание связи и мужчина. Услышали, да? Хорошо. Нужно ли вам выходить из этих отношений и прекращать эти отношения? Нужно ли это делать? Луна говорит скорее нет, чем да. Поэтому я бы не торопился пока это делать. А что вам тогда делать? Ваши действия в этой ситуации. Во-первых, вам не надо открывать свои планы. Нужно обозначить для вас истинные ценности и делать все, чтобы вам было выгодно. И об этом, если кто и знал, то как можно меньшее количество людей. То есть вам нужно вести себя скрытно, в своих интересах, исходя из своей выгоды. Особенно если мужчина для вас важен. Ну и если мужчина смотрит, то тут то же самое здесь. Да, как в отношениях, так и в каких-то других вопросах, которые вас интересуют как мужчину, так и женщину. Какая тайна от вас скрыта и откроется скоро? Вот скоро-скоро. С чем связана эта тайна? Тайна, которая от вас скрыта и откроется скоро, она действительно скоро откроется по косе, связана с мужчиной, связана с деньгами и связана с тем, почему у вас что-то прекращается или что-то происходит так, что вы теряете как возможность или упускаете, да, эту возможность, теряете или у вас отсекает это. Или вы как бы пытаетесь что-то получить, и вы считаете, что это ваше, а оно вам в руки не идет, да, как будто бы у вас, вы мимо кассы, да, или фортуна проходит мимо вас. Совет Таро, что вам делать и вообще что советуют карты? Какое бы ни было сложное испытание у вас впереди, Клевер говорит о том, что у вас все наладится, и вы выйдете на те линии судьбы, которые вы заслуживаете, благодаря тому, что вы готовы принимать испытания такими, какие они есть, и всегда благодарите судьбу за то, что происходит вокруг вас. Світла вам та вашому всесвітові, все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось. До зустрічі, па-па.